Всем добрый день. Thank you for inviting me. Спасибо за приглашение. This is my first opportunity to come to Russia. Это моя первая возможность посетить Россию. I'm very excited about the information you present. И, честно говоря, немножко волнуюсь, представляя вам свою лекцию. Let me give you a little bit of information about my background before we get started. И прежде чем начинать читать лекцию, давайте я вам скажу несколько слов о себе самом. When I was a junior in high school, of 11th grade, Когда я учился в школе, был в старших классах, I went to a place in Los Angeles called the Human Engineering Laboratory. я посетил в Лос-Анджелесе то, что мы называем в лаборатории человеческого инжиниринга. And after 4.5 days of every type of test you could ever imagine, И спустя 4 дня, на протяжении которых были показаны такие тесты, которые я даже представить себе не мог, всякие исследования. they told me I should be an architect or a surgeon. Меня спросили, а кем бы я хотел быть, хирургом или архитектором? And I knew I didn't want to do architecture because I had done a lot of that in the past and drawn my own house and buildings and bridges. Ну, так сказать, у меня был соответствующий опыт, я любил, так сказать, что там конструировать, порисовать и дома, мосты, и... And I knew I didn't want to be a surgeon because I had never been to a medical doctor. А по врачам я не ходила, что такое быть врачом, что такое быть хирургом, я себе очень плохо представляла. I had only seen chiropractic doctors or doctors who practice natural medicine. Я видела либо тех, кто работал в области натурмедицины, или хиропрактов. I never had any immunizations, no medications. Мне никогда не выписывали никаких таблеток, мне не делали прививок. То есть, что такое врач другой специальности, я даже не знала. So my patients say that I'm 100% homegrown. Даже 100%. 100%. Totally И homegrown. мне мои пациенты говорят, что я, так сказать, выращен в домашних условиях. And that was quite unique when I was going through school. Кстати, должен вам сказать, что я был уникальным образцом в школе. I went to Los Angeles Chiropractic College and graduated in 1973. В 1973 году я закончил хиропрактический колледж в Лос-Анджелесе. And graduated first in my class. И, так сказать, был лучшим в своей группе, в своем классе. It was all alphabetical order. Но лучшим, потому что был первым по списку, это имеется в виду. А первым по списку, потому что у меня фамилия начинается с буквы A. Поэтому был первым. That's my claim to fame. Вот такая претензия на знаменитость. I went on to study neurology through the Carrick Institute. Do you know the Carrick Institute? Carrick институт, знаете, такой, неврологию там изучал. Judging by the expression of the faces, do not. Anyway, it became Но в любом случае изучал неврологию далее. a 2-year neurology course, postgraduate course. Значит, был двухлетний постдипломный курс по неврологии. And it was so difficult, they don't offer this designation any longer. И, кстати, курс был настолько сложным, что потом вообще отказались даже от его преподавания. To be a chiropractic neurologist at that time took a list of things. Go ahead. И во всяком случае, для того, чтобы стать хиропрактором-неврологом, требовалось немало усилий. We had to do 320 hours in class study. Значит, нужно было 320 часов пройти занятий, так сказать, в классе, в группе. 150 narrative reports suitable for publishing. Значит, должно было быть 150 статей, подлежащих публикации, то есть такого качества, что они могли быть опубликованными. 4,000-hour clinical residency, 4000 часов резидентуры клинической. reporting to a senior neurologist every week. Причем каждую неделю ты должен был докладывать старшему неврологу о проделанной за неделю работе. Write original research paper, under the eyes. Нужно было написать исследовательскую работу. And then defend that paper in front of the board of examiners. И защитить эту работу перед комиссией экзаменаторов. On top of that was a 3,000 question written examination over 3 days. И более того, еще был трехдневный экзамен, включающий 3000 письменных вопросов. They don't do that anymore. Больше этим никто не занимается. I became a naturopathic medical doctor in 1973. В 1973 году стал врачом-натуропатом. And a diplomate in ICAK in 1981. В 1981 году получил статус дипломата ИСАК.
And now I'm working on a fellowship in neurology through the Carrick Institute also. А сейчас работаю в области хиропрактической неврологии в Керрик институте. Actually, it's the American Academy of Functional Neurology. Ну, фактически это Американская академия функциональной неврологии. Вот так это все называется. And so to start off with what we'll talk about, I was driving in my car one day and listening to the radio. Я должен вам сказать, что однажды я сидел за рулем в автомобиле, ехал по дороге, слушал радио. And the person on the radio was talking about healthcare. Человек совещал о здравоохранении. And he proposed a question. What would your brain say if it could speak? И этот, видите, так сказать, голос в радиоприемнике, как провокацию, как вызов, бросил вопрос. Как вы думаете, что бы сказал ваш мозг, если бы он умел говорить? And I thought, what a wonderful question. И я подумал, боже мой, какой восхитительный вопрос. We have a remote. You do this. This will be remote, yeah? It's not working. It is. And Он говорит, пульт есть, я говорю, сделай так, кстати, переключится. magic fingers. No, magic country. Magic Вот волшебные пальцы, волшебная страна, причем тут пальцы. And so before I get into the 4 questions, the radio person went off into talk about nutrition. Ну и тот человек, так сказать, по радио стал говорить о питании и обо всем. А у меня стали, так сказать, формироваться фразы, которые могли бы быть ответом на брошенный вопрос. But I started to think about neurology. Я, конечно, сразу углубился в неврологию. So a patient on my table, I'll come back to those questions in a minute. A patient on my table asked me, do people think about mobility? Кстати, я сейчас вернусь к этому вопросу. Он должен вам сказать, что от пациента я слышал, от одного из пациентов вопрос, а вообще о мобильности кто-то думает, о движении? And they said it's kind of like a sixth sense because people don't think about it until they lose it. Ведь, по сути, мобильность может рассматриваться как шестое чувство. Ты не думаешь о ней, пока ее не утратишь. О возможности движения не думаешь, пока не потеряешь эту возможность. Okay. They'll lose it when bones become brittle, joints become stiff, energy is lost. Мобильность пропадает тогда, когда утрачивается энергия, когда нарушается целостность костей, или утрачивается их плотность, и когда нарушается возможность движения в суставах. So back to the 4 questions. И возвращаемся теперь к нашей теме. At first I thought about 3 and then, oh yeah, that 4th. Сначала у меня в голове возникли 3 фразы, потом к ним присоединилась 4-я. The first one, the first thing the brain might say is, I can't breathe. Во-первых, мозг в ответ, мозг могу сказать, не могу дышать. And that breathing Chris spoke about earlier is oxygen, the way the brain uses oxygen. А что такое дыхание мозга? Это использование мозгом того кислорода, о котором Крис говорил уже сегодня утром. And that consumption of oxygen has to do with producing energy. Потому что употребление кислорода связано напрямую с выработкой энергии. And it's biochemical in nature. Процесс биохимический по своей природе. In order to get the oxygen to the brain, you have to have blood supply. А для того, чтобы кислород доставлялся в ткани, необходимо кровоснабжение. And that blood supply is the key to getting the nutrients where they need to go. Кровоснабжение, кровоток – это ключевой элемент доставки нутриентов к необходимым тканям тела. If the blood supply gets interrupted for any reason, Если по какой-либо причине кровоток нарушается, the ability to use oxygen goes down, естественно, падает и возможность использования кислорода тканями. and the brain tissue suffers. И, естественно, начинают страдать ткани мозга. So we'll talk about autonomic components to vascular supply. Мы с вами поговорим об автономном компоненте кровоснабжения. Go ahead. And the main place that oxygen is used is the cerebellum, but also the cortex requires it as well. И в данном контексте нужно иметь в виду не только мозжечок, но и кору больших полушарий. Without oxygen, the brain and the cortex can't do their job, and their main job is to inhibit. Дело все в том, что без кислорода, может быть, не совсем справедливо говорить, что мозг не в состоянии выполнять свои функции, но функции начинают ингибироваться, то есть тормозиться. The nervous system is designed in a hierarchy.
Нервная система построена в соответствии с определенной иерархией. From the top down, Сверху вниз. the upper tissue inhibits the tissue below it. Верхние ткани имеют способность тормозить те ткани, которые располагаются ниже, ингибировать их. So the upper body is more important than the lower body. То есть верхнее тело неврологически более важно, чем нижнее. The upper extremity is more important than the lower. Верхние конечности важнее нижних. And the upper part of the upper extremity is more important than the lower И part. верхняя часть верхней конечности важнее или значимее, чем нижняя часть верхней конечности. So input and outflow generally the same. Вход и выход, по сути, одно и то же. Next one, I lost the words. First, I can't breathe. Значит, I lost the words. первая фраза, которую могу произнести мозг, если бы умел говорить, не могу дышать. И вторая фраза, у меня нет слов. And the brain's words Теряю слова. are the term neurologies. Язык, на котором говорит мозг, можно назвать, в кавычках написано, нейрологиз. Дело все в том, что по-английски, если вы произносите слово китайский язык, там будет звучать Chinese. Это по той же схеме построено слово неврологического языка мозга. And speaking of language, I really don't need an interpreter today И, честно говоря, сегодня переводчик мне совершенно не нужен, если уж мы заговорили о языке. because I can actually speak every language except Greek. Потому что я могу говорить на любом языке, исключая греческий. Go ahead, ask me to No. speak in language. Называйте язык, на котором вы хотите, чтобы я с вами разговаривал. Russian. No, that's Greek to me. Нет, но это греческий для меня. So when the brain loses its words, it's a neurotransmitter or neurochemical problem. Когда мозг теряет слова, это проблема нейротрансмиттеров или нейрохимических веществ. So this screen, I won't go into it. It talks about neurochemicals and neurotranslators and neurotransmitters and how they work together. Конечно, можно было бы очень много говорить о нейротрансмиттерах, о всех, так сказать, химических веществах мозга, об их взаимодействии. But the point is that when they break down, the brain gets chaos because it can't communicate one part to another. Но суть не в этом. Суть не в том, как это может функционировать, а суть в том, что когда эти процессы взаимного общения, обмена информацией нарушаются, в мозге наступает настоящий хаос, и одна часть не в состоянии сообщаться с другой. Again, we're talking about biochemistry. Конечно, мы теперь тоже говорим о биохимии. And biochemistry comes down to also, I can't take it anymore. I can't breathe. I lost the words. I can't Следующая take фраза, it. которую могу произнести мозг после «не могу дышать» и «у меня нет слов». Я не могу этого больше выносить. And by not being able to take it anymore is the toxicity that arises as a result of biochemical error. А это уже состояние токсичности. Токсичности вследствие неспособности мозга на химическом уровне выполнять свои функции должным образом. One of the issues is trans fatty acids and how toxic they can be. Один из моментов в этом контексте – это трансжиры и то, насколько они могут быть токсичными. And that breakdown can congest the liver, for example. Может возникнуть застой печени, для примера. The liver has two phases of detoxification. У печени есть два пути детоксификации. Phase 1, a breakdown. Первая фаза – это фаза расщепления. Phase 2, a recombination. И вторая фаза – это фаза рекомбинации. If you do the first step, but not the second, Если первая фаза работает должным образом, а вторая стадия не происходит, the metabolites of that first step can get back into the system. тогда метаболиты, сформированные после первой стадии, снова могут попасть в систему. And many times those metabolic byproducts are more toxic than they were originally. И, кстати, вот эти побочные продукты, эти метаболиты, получившиеся в результате завершения первой фазы, могут оказаться гораздо более токсичными, чем исходный продукт. Causing further breakdown. Естественно, они являются следствием наступающих впоследствии нарушений. So Причины, вернее, не следствие, простите, причины. I can't breathe, Итак, не могу дышать, I lost the words, нет слов, I can't take it anymore, не могу этого больше выносить. all biochemical. Это все биохимия. And that fourth one I thought about, oh yeah, А потом четвертое мне пришло в голову, я себе сказал, да, конечно, stop the static, остановите статику, положите конец статике. the neurology of
the way the brain works. То есть дайте возможность неврологическому мозгу работать должным образом. And the static is what goes on in all of us all the time, those nerve signals that cause confusion. То есть вот любое замешательство на нервном уровне не должно происходить, следствием чего бы оно ни являлось. The immune system requires inflammation in order to keep it alert. Чтобы иммунная система находилась все время в пробужденном состоянии, ей необходимо воспаление. But too much inflammation can cause immune problems. А вот избыток воспаления может вызвать иммунные проблемы. The nervous system requires nociception, Нервная система требует ноцицепции. and nociception is important to neurologic function because it keeps it alert. А ноцицепция совершенно необходима нервной системе, потому что именно она держит ее в бодром состоянии. And basically, the immune system and the nervous system are exactly the same, except one wanders and the other stays still. И фактически эти системы представляют собой одно и то же, за исключением того, что одна система находится в относительном покое, а другая находится в постоянном движении. The key with stopping the static for neurologic function is controlling nociception. То есть фактически с точки зрения нервной системы должен происходить постоянный контроль ноцицепции. Joint motion knocks out pain or nociception. Значит, если возникает какое-то нарушение в суставе, возникает болевое ощущение, то есть включается ноцицепция. And so dysfunctional mobility can allow pain or nociception to be present. И поэтому нарушенная мобильность может пробуждать и постоянно поддерживать ноцицепцию. So when it comes down to our sixth sense, mobility, I think, is important. То есть фактически, мне кажется, важно понимать, что мобильность, по сути, это шестое чувство. So I'm not proposing that there be a sixth sense, but my idea is for you to think about mobility as something as important as a special sense. Я, конечно, не настаиваю на том, чтобы вы приняли, так сказать, эту идею, чтобы мы действительно стали говорить о шестом чувстве. Я просто хочу, чтобы вы поняли, насколько мобильность является важной и уделяли ей должное внимание. So this week we're going to talk a lot about reciprocal motion Мы будем очень много с вами говорить о рецепрокном движении, and how to diagnose its presence or its absence. о том, как диагностировать его присутствие или отсутствие. And I'll show you what we can do to patients who look fine but may have some deep neurologic issues that need clarification. И я покажу вам, что есть, так сказать, пациенты, есть такие люди, у которых внешне вроде все в порядке, но на глубоком неврологическом уровне есть и нужно с чем работать. I'm very pleased to be speaking with Chris because to me he's a biochemical wizard. Мне, конечно, очень приятно, что мы читаем мою лекцию вместе с Крисом, потому что для меня, с точки зрения всей этой, так сказать, биохимии, он очень хорошая, ну, грубо говоря, поддержка. So I'm going to focus mostly on neurology and neurologic pathways. Поэтому я могу сфокусировать внимание на неврологии, на неврологических путях, не углубляясь в тонкости биохимии. And I'll get into neurochemistry a little bit. То есть нейрохимию мы затронем в очень небольшой степени. Okay, that's it. I was at a baseball game. I'm a big baseball fan. Я вообще очень большой поклонник бейсбола. It was a high school game, and the ball was hit into the outfield. На одной из игр мяч был выбит за пределы поля. And the fielder ran for the ball, and as he's running, he turns his ankle. И, так сказать, этот игрок, который должен был бежать за мячом, несся с такой скоростью, чтобы перехватить этот мяч, чтобы подвернул ногу в голеностопе. The trainers ran out of the dugout, went out to the field. Значит, там, я не знаю название правильно всех этих игроков, то есть один выбежал за пределы поля. And talked to the boy. I couldn't hear what he was saying, but the boy got up and ran to the corner and then came back again. И, честно говоря, я не очень видел, что там происходило, но парень поднялся, добежал до того угла, куда было нужно, и вернулся обратно. And at first he was limping, Поначалу он прихрамывал, and then he was faster. потом побежал And быстрее, as he got into a full run, а потом разогнался и побежал уже практически нормально. his limp went away. His limp went away. Но дело все в том, что нога, конечно, не выдержала этой гонки. And so my thinking cap went on. The thinking cap? Мгм. It went on, and I thought, why was that?
И я сказала себе, подожди, ну откуда вот такое развитие событий, откуда такой сценарий? And so it helped me understand more about nociception and reciprocal function. Я на основе этого случая гораздо лучше стал понимать рецепрокную функцию, ноцицепцию и взаимосвязь. And things we'll talk about this weekend. It was very exciting. То есть это как раз то, о чем мы будем говорить с вами в эти дни. Все это крайне интересно. So this fielder was able to eliminate or reduce the static by getting more activity into his system. То есть фактически этот парень, игрок с пострадавшей ногой, сумел погасить болевое ощущение, сумел погасить ноцицепцию за счет наращивания активности. How many times somebody hurt a joint, for example, and they rub the joint to make it feel better? Ведь как часто мы наблюдаем такую картину. Человек ударился локтем, начинает быстро этот локоть потирать для того, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Or the athlete's on the ground and the coach says, get up and walk it off. Или мы видим, скажем, спортсмена, который сначала валится на траву, потом встает и идет дальше. Joint motion knocks out pain. Движение в суставе избавляет от боли. But it's not really just joint motion, Но дело не просто в движении в суставе. it's reciprocity. Речь идет о рецепрокности. Let me have someone come up. Выйдите кто-нибудь, пожалуйста. I just want you to walk. Ну, кто-нибудь, идите, походите перед нами. And just walk. Просто походите. Просто ходи туда-сюда. Ничего не делай. Просто ходи. Now, this time, about halfway, I want him to scratch his nose while he's walking, and then bring his arm back in. А теперь, ну так вот до полпути, докуда вы шли, идите и чешите нос. No. Не так. About halfway. I want him to start walking and then scratch his nose. Сначала без носа, а потом с носом. До серединки дошел не чесать, а потом да. Но. No. Вот до сюда. Okay, right there. Стой, вот теперь. Okay. Саш. I'm take 3 steps, then as she's walking. До середины вот этого, вот до сюда дошел, и нос. И дальше. Да. Да, солнце мое. Останется без носа. Okay, now, just scratch it, then come down. А теперь с носом. Wait. Go back. И опять ушел далеко. Hands down. Руки опустите. Okay, now, steps. Просто так, а потом с носом. Almost. We're almost there. Почти уже закончили, не пугаться. I want him, as he's walking, scratch his nose and then bring his hand down and continue walking. So just So halfway with the nose and then... quickly. А теперь, значит, идем достаточно быстро, чешем нос, потом опускаем руку и идем уже без носа. Черт его знает, наверное, да. Сначала с носа. Ну что вы его успели там? Идем. So first with the nose. Wait. Погоди. Кто-то из нас был бестолковый, или Take a помню few я, скорее steps, всего я. scratch his Иди. nose, continue walking. Идем чешем. And then continue. So, without nose, then with the nose. And then stop and keep walking. Stop the nose and keep walking. Без носа, с носом, без носа. Без носа, с носом, без носа. Okay, you did it. Do it again slowly. А теперь то же самое, только медленно. Same thing. То же самое метод. Да. Slowly. Без носа. Без носа. Okay, now. Memory Did you see anything? Увидели что-нибудь? This is where timing is important. Вот тут фактор времени играет большую роль. То есть Okay. фактор координации, синхронизации во времени. Do it right. Now, Chris, I want you to ask me a question. Voilà. This is part, isn't it? So, shall we start from the beginning? Yes. Chris, I want you to ask me a question. All right. Крис, я хочу, чтобы ты задал мне вопрос. I want you to ask me what's the most important thing in comedy. When I ask you, I want you to ask me what's the most important thing in comedy. So get ready, because I want you to ask me what's the most important thing in comedy. What is the most important? Timing. Все дело в том, что, кажется, здесь, конечно, нужен был перевод быстро. Он говорит, Крис, я сейчас тебе задам вопрос. Я тебя спрошу, что самое важное в комедии. Причем ты задашь этот вопрос тогда, когда я тебе дам команду, когда я задам тебе этот вопрос. Без перерыва тут же говорит, Крис, что самое главное в комедии? Он говорит, что самое главное? Он говорит, вопрос времени. Timing. Именно вопрос времени. Okay. Now, do it again. Еще раз.
Without, with and without. Same way he just did, slowly. Медленно. Now, one more time. Еще раз. Сейчас мы музыку включим. Did you see what happened? Вы видите, что произошло? Anybody see something that was Кто что important? увидел? Наклон исчезает наклон туловища. Что меняется объем движения? The range of motion changes. Well, not range of motion, but that's close. Okay. Не совсем объем движения, но вы близки к тому, что я ожидал услышать. Наклон туловища уменьшается. Okay, one more time and then we're done. Ну Там да, три скажем шага. медленно, красиво, один 3 раз. шага делает, потом 2 шага с носом и 3 бежит. Ну просто места нет. Да. Okay, thank you. People say he makes 3 steps, then 2 steps, and then 2 steps again. Okay, but the steps aren't important. Количество шагов не имеет It's никакого the timing значения. of the gait that's important. Важно выстраивание ходьбы во времени. If you notice, he scratched his nose in step with the way his arms and legs were moving. Если вы заметили, он чесал нос, так сказать, синхронно с движением конечностей. In order for him to be able to scratch his nose while he's walking, То есть для того, чтобы чесать нос во время ходьбы, he has to have programming, unconscious programming in his system надо, чтобы система построила для себя подсознательную программу, to make it work in a smooth and gait-like fashion. чтобы все это было похоже на плавную поступательную ходьбу. Have you ever been walking and look at your watch and then keep walking? Сами вспоминайте, идете порой по улице, смотрите на часы, продолжаете идти. We always do it in step. Всегда мы все это делаем поэтапно. Walk, Идем, look, посмотрели, и потом опять пошли. and your arm waits until your phase of gait with your feet То есть is in фактически sync. рука ждет, пока нога вступит в ту фазу движения, в которой движение руки соответствует движению ноги при ходьбе. Gait. Вот вам We all ходьба. do it, Мы все это делаем. but is the brain receiving the information properly and transmitting the information properly and down? Это вопрос правильного восприятия информации мозгом и правильной передачи этой воспринятой информации. Okay. Поняли или нет, о чем речь идет? Тогда поменяйте выражение Does that лица. make sense? Okay. So let's talk about how does that work. Ну, давайте поговорим о том, как же это все работает. I'm through with the projectors. Perfect. Let me have someone come up and Кто-нибудь выключайте проектор, пожалуйста, сейчас нам не нужен. Идите сюда кто-нибудь. let me have someone come up. Ну, идите кто-нибудь, что вы ей-богу. And this is a test I'm sure you've seen before. Уверен, что этот тест вы уже видели раньше. If you haven't seen it before, tell me. Если не видели, скажите обязательно мне. Руку держи вот так. Very good. Hold here. Let me pull. You're almost straight. Держи как следует руку, не давай ему себя перебороть. Very good. This one. Hold strong. Good. Hold strong. Good. We're all familiar with that test? Всем знаком этот тест? An upright posture test? Okay. Всем знаком, да, этот тест? Да. Yes. Okay. So I want you to take a comfortable step forward with your right foot. Теперь комфортный правый шаг сделайте. That's fine. That's your weight on the front foot. Вес перенесите на правую ногу. Don't let me push. Yeah, it's straight. Hold straight. Hold strong. This one. Hold strong. Okay? He had strong and weak muscles. Видите, появились слабые и сильные мышцы. What can you tell me about his strong and weak muscles? Were they right? Что можете сказать про ту схему мышечной слабости и силы, которую увидели? Все в порядке? Нет, правая должна быть What слабая. was wrong? Широкая. Что было не так? Правая широкая должна быть слабая. Lats on the right should be It should weak. be this one. Lats on the right, they say, should be weak.
This one should be strong. Нет, это должна быть сильной, широчайшая должна быть сильной справа. And this is the Да. posture. Потому что вот же поза. Да, слева должна быть Yeah, слабая. weak should be, Right lat, left should be weak. Левая должна быть слабая, да. this lat should be strong. Yeah, but the left one should be Oh, weak. okay, yes, this is right. Keep your elbow locked. Сопротивляйся. Good. And this Спасибо. EMC should be what? А память какая должна быть? Вик. It should be inhibited. Должна быть ингибирована. Да. This EMC А should это должно be быть facilitated, Вера right? должна быть фасилитирована, верно? Hold strong, don't let me pull. And this lat should be what? А это должна быть какая? Ингибирована. Go back Слабая. to the other one. Другой ногой сделаем. Good. Hold strong. Держи. Facilitated. Фасилитирована. Hold strong. Facilitated. Hold strong. Facilitated. Hold strong. Facilitated. But he can walk and it looks just fine. Но right? ходить может, и все это выглядит очень неплохо. А ну-ка походите. And the walk looks fine. И все вроде выглядит неплохо, да? But this is just one way to test the posture. Но, кстати, это только один из способов тестирования осанки. So while Chris was speaking earlier, my son Skyped me. Когда Крис читал лекцию, я по скайпу общался с сыном. He says, Daddy, when I sit down, my hips hurt. Он мне сказал: папа, я сажусь, у меня бедро болит. I said, next time you come in, bring your hips with you. Я ему сказал: в следующий раз, когда пойдешь, возьми свои бедра с собой, тазобедренные суставы с собой. So when we have posture problems with right foot forward or left foot forward, То есть проблемы могут возникать при правом или левом шаге. most often we think about feet problems, Мы right? очень часто думаем о стопах, верно? Right? Верно ли? This probably isn't a foot problem. Но вполне возможно, что это совсем не проблема стопы. We think of feet because that's where we're bearing the weight. Почему мы Right? все время думаем о стопах? Потому что стопы – это самые нагружаемые весом тела структуры. Okay. If he sits, he's bearing weight differently. Естественно, если человек садится, нагрузка веса тела перераспределяется. Садись. This way. Сюда. Straight up. Don't let him push you. Hold up. Good. Rectus femoris. Прямая бедра. Turn your head out. Голову влево. Повернуть, повернуть, повернуть. Hold up. Don't let me push. Hold up. Don't let me push. Is that correct? Правильно все? Some agree, some disagree. Hold up. Don't let me push. Hold up. Don't let me push. Is that correct? А тут? Правильно. That was the rectus femoris. Let's try the hamstrings. Давайте попробуем теперь заднюю поверхность бедра. So I'm just pulling the hamstrings. Я просто потянула голень разгибания. So I'm working with the hamstring insertion, То есть фактически это работа с прикреплениями мышц задней поверхности бедра. and that causes flexion of the leg on the thigh. То есть это то движение, которое вызывает, то есть те прикрепления мышц, которые вызывают сгибание голени. Turn your head. Hold strong. Facilitated. Hold strong. Inhibited. Фасилитированное и ингибированное. Голову влево. On the right side. Теперь справа Facilitated фасилитированное and inhibited. и ингибированное. Is that correct? Правильно или нет? Okay. In both cases, it was incorrect. И в том и в другом случае было неправильно. We're talking about tonic neck reflexes, Потому что мы говорим о тоническом шейном рефлексе. and with the tonic neck reflex, remember one thing. И запомните одно единственное, что важно запомнить о тоническом рефлексе. The flexors turn on the side opposite head rotation. Флексоры включаются в работу на стороне, противоположной направлению ротации головы. The flexors should turn on the side opposite head rotation. То есть, если голова ротируется в одну сторону, флексоры должны активироваться на противоположной стороне.
So here's a flexor, Вот флексор. turn your head to the right, Правую голову. hold strong. Is that correct or Это incorrect? правильно или нет? Нет. Incorrect. Неправильно. Okay. So that's very important because we can, have you seen this done before? Видели эти тесты раньше? Показывали вам такую работу? Okay. But Чего ж не знаете ничего тогда? Знаем. Позорище. Знаем. what do you think? They've seen it. But Have, they- yeah. have seen it, but the application of the flexor of the tonic neck reflex, have you seen that with this postural test? Именно вот этот постуральный тест видели, который сейчас показал? This is new. Not this one. This is a new one for We're you. going to have fun. Отлично, значит, повеселимся. All right, let's try an extensor. Давайте теперь экстенсор попробуем. Другой ногой. Very good. Turn your head to the left. This is gluteus medius, Среднеягодичная, facilitated on the left фасилитированная слева and inhibited и on the right. ингибированная справа. Turn your head. Hold still. Facilitated on the right and inhibited on the left. Фасилитирована справа, ингибирована слева. Is this correct? Правильно или нет? This is correct Это правильно. because an extensor Потому что экстенсор should turn on the side of head rotation. должен включаться на стороне направления ротации головы. So think of the posture. You turn your head to the left, and it should turn on extensors on the side of head rotation and flexors on the side opposite head И rotation. вот так позиционно это выглядит. Поворот головы и включение флексоров на противоположной стороне и экстенсоров на одноименной стороне. Ротации головы. Watch the posture again. Еще раз смотрите. Look at my hands. На руки смотрите. We're going to go through an exercise in a little bit, and the hands are very important. Руки имеют очень большое значение, потому что мы будем с вами все это пробовать. Увидели положение рук? Okay? When the head goes the other way, be Когда up. голова поворачивается в другую сторону, естественно, меняется положение конечностей. Go on the internet and look for tonic neck reflex. Посмотрите тонический шейный рефлекс в интернете. Pediatric tonic neck reflex, and you'll see videos. То есть, на педиатрических сайтах есть видео. The doctor will hold the patient's head and turn it to one side, Врач держит голову пациента, поворачивает ее в одну сторону, and you see the patient take on the posture. а пациент принимает, так сказать, такую позу. Turn the head the other side, В другую сторону take on the other posture. другая осанка. These are in young children. Это делается с маленькими детьми. Now, the books say that the tonic neck reflex shouldn't persist in the adult. В книгах написано, что тонический шейный рефлекс у взрослого должен отсутствовать, то есть к взрослому состоянию он должен угаснуть. But they do persist, and they become blended in with all the rest of the reflexes. Но рефлекс не исчезает, он не угасает, он продолжает присутствовать. И единственное, что меняется, это то, что он сливается с другими рефлексами. Can we have someone else come up? Выйдите еще кто-нибудь, пожалуйста. And take your shoes off. Обувь снимаем. And lie on your back, face up. На спину. Just my thumb. Большой палец. You see his toes? Увидели пальцы? What did you see with his toes? Что увидели в движении пальцев? What did you see? You see Раз. there? A little bit. Раскрылись, да? And not much response. Not much response. Но реакция не такая уж явная. But the first response was a little bit of a flare. Oh no, upper motor neuron lesion. Ой, что же, это поражение верхних нейронов? No. Нет. In a young child of 6 months of age, you'll see маленького- toes will flare. У маленького ребенка до 6 месяцев вы очень ярко увидите это движение больших пальцев при поведении пальцев по подушке. Why do they flare? Почему они так расходятся? Подошвенный рефлекс. Plantar reflex. Well, in a young child of 4 to 6 months, toes will flare. Why do they flare? Why Почему? is that normal in a child? Почему для малыша это because flexes prevail? Well, in a young child though,
Let me re-ask the question. Why is it flexor in an adult? Почему у взрослого возникает флексия? Давайте я так спрошу. Why do adults flex and neonates extend? Почему в неонатальном периоде происходит экстензия, а во взрослом состоянии флексия? Учатся ходить, и поэтому опору ищут. Learning to stand. Нет. Why? Why? Ну давайте, почему You're all думаете? doctors. You Вы study же все this. доктора, алло, гараж. Does it have anything to do with parameters of next? Not yet. Ну, кто что сказал, я не слышал. У ребенка незрелая кора, поэтому... Cortex is immature in baby. The cortex is immature, almost there. We're Почти, almost there. кора незрелая, дальше, думаем, теплее. Why does it happen? Ну почему? На примитивной Но она не жизни. подавляет нижележащие. And it doesn't inhibit the It's not inhibit. не Keep going. подавляет, продолжайте Why? размышлять, почему? Why? Почему? Primitive reflexes do not obey cortex. No, not yet. Не совсем. Come on. Ну давайте уже. Why? Возможности. Okay, here's the answer. Are you ready? It has to do with myelination. Это имеет отношение к миелинизации. The tissues, the neurons get myelinated over time, Потому что, так сказать, со временем нервное волокно начинает миелинизироваться. and the myelination helps neurons send signal faster than those that aren't myelinated. И, естественно, миелинизированные волокна присылают сигналы гораздо быстрее, чем не миелинизированные волокна. And that helps the whole neuraxis mature. Вся, так сказать, нейроось зреет. And so after about 6 months of age, we see the reflex be flexor. И поэтому спустя 6 месяцев после появления ребенка на свет рефлекс проявляется флексией. Okay? Понятно? Questions? Вопросы есть? Okay. So let's go another step, no pun intended. Давайте сделаем следующий шаг вперед. Держи. Okay. You'll see that I use the rectus femoris quite often. Вы увидите, что я использую достаточно часто прямую мышцу бедра. We're going to keep the knee straight, so that we're going to be working with the origin of the rectus femoris. Колено прямое, поэтому будем с начальным прикреплением мышцы работать. Hold your leg up, knee straight. Колено прямое, нога вверх. Okay. Don't let me push straight down. Сопротивляйтесь. Try again. Еще раз попробуем. Hold strong. Старайтесь. Hold this one. Теперь правой ногой. Don't let me push. Не давайте мне вас победить. All right. At this point, I want to diverge just a little bit. Сейчас мне хотелось бы сделать некоторое отступление. Because a general rule in applied kinesiology Потому что есть общее правило в прикладной кинезиологии, is that anytime we find one muscle weak on one side of the body, которое гласит, что если мы находим слабую мышцу на одной стороне тела, and the same muscle is weak on the opposite side of the body, и ту же самую мышцу слабой с другой стороны тела, that always says there's a structural problem somewhere. значит, есть где-то структуральная проблема. Согнули колено, Don't let me pull. сопротивляйтесь, Good. Relax. расслабьте ногу. Bend here. Don't let me pull. All right. Hamstrings. Задняя поверхность бедра. Again, at the insertion. Вновь мы говорим о прикреплении. Why is it important for me to say origin or insertion? Почему я говорю, что мы имеем дело с прикреплением, начальным, как при прямой мышце бедра, и конечным при задней поверхности? Подавляет места прикрепления мышц. It has to do with inhibition. Действительно, это имеет отношение к ингибиции. It has to do with the way these muscles work. These are multi-articular muscles. Это многосуставные мышцы. And we don't talk about multi-articular muscles in applied kinesiology. А мы в прикладной кинезиологии вообще не говорим о многосуставных мышцах. So we must think of structural problems when the same muscle is inhibited bilaterally. Самое главное помните, что нужно иметь в виду возможность механической проблемы, структуральной проблемы при билатеральной слабости одноименных мышц с одной и с другой стороны. Now, I wasn't planning on talking about multi-articular muscles this week, Я, честно говоря, не рассчитывала на нашем семинаре говорить о многосуставных мышцах, but let me tell you a story about multi-articular muscles. но дайте расскажу вам о них историю.
A patient came to see me who had a sciatica problem so severe he couldn't even turn over at night to find a comfortable position to sleep. Ко мне пришел пациент с таким жутким ишиасом, что боль не давала ему даже возможности ночью перевернуться во сне. It was so severe, Боль была настолько сильной, 20 treatments, no change. что пролечив его 20 раз, я не достиг никакого улучшения. So I was quite frustrated. The patient's frustrated, but I was quite Так сказать, и frustrated. пациент был в полном замешательстве, а в каком замешательстве был я, и говорить не стоит. And I took my notes. I take my notes on the computer. Я обычно на компьютере веду записи, And so after I got through taking notes, I sat back in my chair and I prayed. и я, честно говоря, включил компьютер уже в полном отчаянии, откинулся на спинку стула и стал молиться. I said, Lord, thank you for teaching me so much neurology. И я сказала: Господи, спасибо Тебе, что Ты научил меня такому количеству неврологического знания. Can you teach me something right now to help this patient? Может быть, Ты мне подскажешь что-то, чтобы я мог прямо сейчас помочь этому пациенту. And this picture exploded in my И у head. меня буквально в голове взорвалась картинка. That was 5 years ago. Это было 5 лет тому назад. I still learn things about that picture when I think about it. Кстати, когда я вспоминаю эту картинку, мне каждый раз есть чему у этой картинки научиться. I applied the information. 3 visits later, it was out of date. Прошло еще 3 недели, я, так сказать, на протяжении этого времени применял полученную информацию, и боль полностью прошла. The information I'll show you this week will be part of how to fix it. Я вам, то есть ту информацию, которую я вам представлю на нашем семинаре, частично, так сказать, снимет завесу тайны. And you'll be able to use this your next day. Вы сумеете использовать ту информацию, которую я вам дам, уже на следующий день после нашего семинара, работая со своими пациентами. I'd like you to sit up and fix that. Садитесь в аудитории. Just here. Сюда. Здесь на кушетку, лицом к аудитории. Anybody have a reflex hammer? У кого-нибудь молоточек есть? Даже вторая, семинар по неврологии. Anybody with reflex hammer? That the first one, I guess. Прямо сядьте. Okay. Less here than here. Менее выраженный рефлекс справа. Good response, Хорошая реакция слева, tired response. а тут такой усталый. Okay, lie back down. Ложимся. We'll do the exact same test with him lying on the table. А теперь выполним тот же самый тест в положении лежа на спине. But I don't go to my drawer and take out the reflex hammer. Но я не собираюсь, так сказать, выдвигать ящик и брать молоточек. Hold strong, knee straight. Сопротивляйся. Нога прямая. Don't let me move. Hold strong. Try again. Еще раз попробуем. Hold strong. Hold strong. Why does that happen? Почему так получается? Активация к началу конца. Activation of the insertion of origin. Right. Вы правы. Muscle spindle, Golgi tendon organ, all of that Сухожилие органы reciprocal Гольжи, feedback, right? мышечные веретена, то есть рецепрокная обратная связь. Right? Okay. So we can say that by tapping the tendon of То есть insertion можно сказать, что постукивали там при ударе of the left rectus femoris, по сухожилию мышца слева, the signal is able to be updated in the cord fast enough мы даем возможность спинному мозгу достаточно быстро обрабатывать поступающую информацию. to cause muscle to facilitate. Мышца фасилитируется. Hold strong, don't let it work. Сопротивляйтесь, не давайте перебороть. But not now. А сейчас ведь этого нет. He's not updating fast enough. То есть фактически обработка информации идет медленнее, чем должна была бы или могла бы. So this comes down to timing. Это тоже вопрос времени. Так сказать, временной синхронизации. Those neurons that we're stimulating То есть те нейроны, которые стимулируются, are the fastest traveling neurons in the whole system. это наиболее быстро путешествующие нейроны во всей системе. Type 1A afferents Первый тип афференты
and they are the ones that presynaptically inhibit nociception. Это сказать, те структуры, которые пресинаптически ингибируют ноцицепцию. The nociceptive fibers travel about 0.5 meter per second. Полметра в секунду, такова скорость на уровне ноцицепторов. So when the proprioceptive fibers get to the dorsal horn of the cord, Когда проприоцептивные волокна попадают на задний рог